Hello. Добрый день. My name is Frank Puslik. Меня зовут Фрэнк Пьюселик. I understand that quite a few of us will be meeting sometime soon in a practitioner's program. Насколько я понимаю, многие из нас, достаточно большое число из нас, будет скоро встречаться в рамках НЛП-практика. I'm looking forward to that very much soon. С нетерпением жду этого события скоро. Okay. Anya Poznakova, one of my staff counselors, consultants from PCG, is helping me speak Russian. Анна Позднякова, один из моих бизнес-консультантов PCG, будет сегодня мне помогать. I speak Russian, but really badly. Most of you guys remember. Я говорю на русском, но не очень хорошо. Многие из вас помнят. Hopefully today will be an interesting thing for discussion for us. Я надеюсь, что сегодняшняя тема будет интересной и дискуссия будет полезной. We're ready to respond to your questions throughout the whole time. Мы готовы ответить на вопросы, которые у нас есть от вас в течение этой We have встречи. up to an hour and a half, but we'll see how that goes. В нашем распоряжении 1,5 часа, ну, посмотрим, как пойдет. Okay. So if you have questions at any time, please feel free to text them in or however you do that, and then we'll try to respond to them as quickly as possible. Кроме имеющихся у нас вопросов, если у вас будут они появляться, пожалуйста, передавайте их нам тем способом, каким вы знаете, это можно сделать. I've been asked to talk about some issues, mostly of family and children. Меня попросили поговорить о темах, раскрыть вопросы, связанные с семьей и детьми. So I'm afraid some of the ideas that I tell you will come not only from NLP. Поэтому надеюсь, что некоторые мои идеи будут родом не только из НЛП. But a lot of the ideas I've learned over my own life, and especially in working with Virginia Satir for a period of time. Многие идеи возникли или выработались у меня благодаря моему собственному опыту, благодаря работе с Virginia Satir. I wasn't raised well in the house that I was born into. У меня было не очень хорошее детство и воспитание в том доме, где рос я. And I tried to promise myself that if and when I ever had children, I would do a much better job. И я давно пообещал себе, что если когда у меня будут дети, я с этой работой справлюсь гораздо лучше. I've now raised 3 of my own. Я воспитал 3 своих.
and they all seem to be relatively happy, decent people. Они, похоже, относительно счастливые, хорошие люди. And I've raised a whole lot of other people through the treatment programs. И также могу сказать, что взрастил и воспитал гораздо большее число людей через различные реабилитационные программы. So I feel like I have 400 or 500 kids. У меня ощущение, что у меня 400 или 500 детей. Hopefully most of them feel the same. Надеюсь, что большая часть из них также себя ощущает. So, Итак, guys, parenting, being a part of a successful couple, итак, ребят, родители, что такое быть хорошими родителями, что такое быть счастливой парой? not easy. Непростая тема. We really don't have any schools that teach us how to do У that. нас в действительности нету, к сожалению, каких-либо школ или университетов, где этому учат. And sadly, the schools that do exist are usually not very good. Грустно то, что те учреждения, которые существуют, не очень эффективны. So let's talk about, I'm going to talk about relationships first. Я поговорю об отношениях сначала. I spent a lot of time as a family therapist Я длительное время провел в качестве терапевта, семейного терапевта. and was constantly amazed at how little people actually know how to be part of a couple. Я действительно был поражен тому, как мало люди знают, что такое быть частью эффективной пары. And the people that I talked to that were busy hating each other or getting divorces or lying to each other constantly and so forth. Те, с кем я общался, чаще всего ругались друг с другом, спорили, говорили о будущем разводе. I kept seeing the same kinds of arguments and the same kind of difficulties again and again and Я again. продолжал видеть одни и те же споры снова и снова. And some kind of obvious situations. В очевидных ситуациях. And I spent so much time trying to figure out, why does this happen? How come people don't know these things? Долгое время я думал над этим вопросом, спрашивал себя, ну почему люди действительно не знают, как себя вести в таких ситуациях? You know, it was very simple to discover that very few people sit down and actually talk about what it means to be married. И пришел к выводу, что очень малое число людей на самом деле садятся и начинают разговаривать друг с другом о том, что такое успешный и счастливый брак. And so many people are given or learn when they grow up so many myths, so many ideas about what does it mean to be married. Многие люди, взрослея, прикрепляют к себе большое количество мифов о том, что такое быть женатым или быть замужем, что это означает. Yeah, to start with, most people get married for the wrong reasons. Начнем с того, что большая часть людей, к сожалению, вступает в брак совершенно не по тем причинам. They get married because they're afraid to be alone. Кто-то выходит замуж, потому что боится остаться в одиночестве. They got married because they finally found somebody that said they love them. Кто-то говорит «да», потому что наконец нашелся кто-то, кто сказал, что его любят. They got married because they were almost 25 and you have to be married before you're 25. Кто-то женился, потому что, о боже мой, мне уже 25 или почти 25. If you don't get married before you're 25, you're going to live the rest of your life alone. Если не женишься, не выйдешь замуж до 25 лет, все, до конца жизни будешь в одиночестве. Now, I'm sure none of you have heard anything like that. Я уверен, что никто из слушающих нас никогда ни с чем подобным не сталкивался. You gotta have children. Не слышал. И еще один вариант. Должны быть дети. And sometimes grandparents beat us up. Иногда наши бабушки, дедушки просто избивают нас. Where's Где my мои grandchildren? внуки? Я хочу внуков. You're 23 and you Тебе haven't given me 23, grandchildren. What's the у меня matter до with сих пор you? нету внуков. Что с тобой? Women hear that, men hear that. И женщины это слышат, и мужчины это слышат. It's great to have grandchildren, and I'm not against that, but that's not a reason to get married. Прекрасно, когда есть внуки. Я не имею ничего против этого, но это не означает, что из этого нужно оформлять брак. One of the things that I used to do with people when they were planning to get married Одна из вещей, которые я делал с парами, которые планировали свой союз, is sit down with them together мы садились вместе, and talk about their ideas, talk about what marriage means to them. обсуждали их мнение, их видение, что такое семейный союз, And try and get rid of the myths. пытаясь в этом процессе избавиться от мифов. One of my favorites, Один из моих любимейших. after we're married, После того, как мы женимся, you have to lose your friends. ты должна избавиться от своих You друзей. can't hang out with them anymore. Больше ты с ними не можешь общаться. I'm going to lose my friends.
я потеряю своих друзей, and we will have our и у friends. нас появятся наши общие новые друзья. So only our friends can be in our lives Итак, now. только наши новые общие друзья теперь могут быть частью нашей общей жизни. I'm guessing there's a few of you who know that one. Предполагаю, что некоторые из вас знакомы такой And подход. whatever you had fun doing before, И еще, кроме того, все, что тебе приносило радость ранее в деятельности you какой-либо, can only do it after we're married if I can go along and if I have fun with it too. ты можешь этим заниматься и только после того, как мы женимся, только в моем присутствии, при моем участии, если и мне это будет приносить радость. So we can only do things that we both like. Так что мы можем делать только то, что нам обоим будет нравиться. And of course, then both pair start to sneak around and do the things they like when the other one isn't around. Ну, конечно же, это приводит к тому, что после свадьбы каждый находит лазейки, как заняться любимым каким-то видом деятельности, пока другого нету рядом. I'm sure you know what I mean. Я уверен, вы знаете, что я имею в виду. Some of the other my favorite conflicts. Еще некоторые из моих любимых конфликтов. Religion. Религия. What religion am I? Какая у меня религия? Or not? Или Am I какая an atheist? Am I атеист agnostic? ли я, или представитель Agnostic. другой Don't профессии. believe. Don't disbelieve, but don't believe. Я не могу сказать, что я не верю, но и не могу сказать, что я верю. Or am I religious? Или я очень религиозен. Okay, and how about you? И как насчет тебя? Do you want to be religious? Do you Хочешь ли ты иметь отношение к религии, быть религиозным? do you религиозным? think that there is a higher power or a God Думаешь or ли a... ты о том, что есть высшие силы, что есть Бог? Okay, that might sound like a simple conversation. Может показаться и прозвучать как легкая, непринужденная беседа. But wait till the children are born. Давай подождите, пока не появятся дети. And one of the parents starts pushing the kids towards believing in a higher power. И один из родителей не начнет толкать ребенка в направлении убеждения присутствия высших сил. And the other member of the couple goes, hey, wait a minute, what are you doing? А другой родитель говорит, подожди, что это ты делаешь? Don't teach our kids that crap. Не учи наших детей этой ерунде. You'll ruin them. Ты их разрушишь этим. No, I won't. They Нет, не need to разрушу, believe. им Yes, нужно верить. religion. Религия. My favorite for me. Мое любимое для меня. I was raised Catholic Я воспитывался католиком and went to Catholic school. и ходил в католическую Excellent школу. schools, actually, in Прекрасная America. школа, на самом деле, в Штатах. And my wife and I didn't talk about it И мы с женой это как-то не обсуждали, until our son was ready to go to school. пока наш сын не повзрослел и был готов идти в школу. And I said, okay, great. Я говорю, ну супер. There's a really good Catholic school only about, 500 meters from here. Есть прекрасная католическая церковь, в 500 метрах от нас. And my wife says, yeah, so what? Моя жена говорит, да, ну и что? And I go, well, Я говорю, ну, we'll get our son into school. туда пойдет. And she says, Она over my dead отвечает, body. через мой труп, Фрэнк. And I said, what do you mean? Я говорю, что не понял, что And ты she имеешь в says, виду? our child is going Наш to ребенок Baptist school. пойдет в баптистскую школу. And I said, what? Я говорю, что? Over my dead body? Через мой труп. Oh, Lord. And that was only one of the... So we made a compromise. Поэтому мы нашли компромисс. We sent him to public school, Мы его отправили в общественную which школу. is the worst thing we could have done in the city we lived in. Что было худшим, что мы могли были сделать в том городе, в котором жили мы тогда. And he hated school and got a Он terrible ненавидел education. ту школу, и ему не нравилось там. So our compromise was to make sure he went to a bad school. Поэтому, да, достигли компромисса, и в результате выбрана худшая из возможных вариантов школы. We never talked about it Мы просто заранее это не обсудили, before it was too late. до того, как стало слишком поздно. And all the ideas about relationship and marriage and Все идеи по поводу взаимоотношений, по поводу брака, what does it mean? что это означает? Those of you that have studied NLP, you know what complex equivalences are. Те из вас, ребят, кто изучал НЛП, знают, что такое комплексный эквивалент. Okay. Well, married people, what is honesty? Так вот, женатые люди, что такое честность? Okay. Just how honest are we going to be with each other? Насколько честными мы будем друг с другом? Because complete honesty is a bad joke. It doesn't Потому что work. абсолютная честность – это плохая шутка. Так не бывает. Так No, не you работает. imagine Ну, представьте, you're walking down the street with your wife, идете вы по улице со своей женой, and a girl walks past,
Вам навстречу идет девушка, and you think something that most men think, приятной внешности, и у мужчины возникают какие-либо мысли, которые обычно and your возникают у wife мужчин. says, Жена отвечает: "What were you thinking about when о we чем passed ты that думал, woman?" пока она проходила мимо? You know, the man who tells the truth is an idiot. Мужчина, который в этот момент ответит правду, идиот. He's going to spend the next 2 days in trouble. Что следующие 2 дня его ждет ругань. Maybe not an idiot, but Может, не идиот, но the idea of being totally honest is a bad joke. идея в том, чтобы быть и преследовать идею абсолютной честности, плохая. Every human being has private moments that are У private каждого moments. человека есть его личные, собственно, его моменты. And if you don't share every thought and every idea, Если ты не будешь со мной делиться каждой мыслью, каждой идеей, for some people that means you have a dishonest для relationship. кого-то это означает у нас нечестные отношения. You know, one of the simple ones, right? Одна из простых вещей. When the wife walks up to the husband and Когда says, жена подходит к мужу, "Do you like my new dress?" говорит: тебе нравится мое новое платье? You know, any husband who tells the truth at that moment is dead. Любой муж, который в этот момент ответит честно, труп. You know, so what do you say? Что вы отвечаете? Wow, it's fantastic. Потрясающее платье. And you run, you get away as soon as Говоришь эту possible. фразу и бежишь как можно быстрее и скорее. Because you know what happens right Потому after you что вы say знаете, that? что происходит после того, как вы ответите так. Your wife says, Дальше "Well, жена really? говорит: действительно? Well, tell me what you like Ну, about it." расскажи мне, что тебе в нем нравится. And if you're still in the room, you're dead. Если вы все еще в тот момент в комнате, вы мертвы. Because no matter what you say. Потому что что бы вы ни ответили, You're in что бы вы trouble. ни сказали, неприятности не за горами. So, these are jokes, but Я шучу, Вот. с одной стороны, they're all simple things that actually happen. но при этом это те простые вещи, которые действительно на самом деле происходят. So, relationship. What does a relationship mean? Взаимоотношения. Что означают взаимоотношения? Really? На самом деле. What, you know, I have my friends, you have your friends, and we have our friends. У меня есть мои друзья, у тебя есть твои друзья, и у нас есть наши друзья. I'll give you an ideal idea, Я поделюсь с вами идеальной идеей, okay, that works for people if they're able to do it. которая работает и возможно в своей реализации у людей, которые могут это сделать. I have my life. У меня есть моя жизнь. I like it. Она мне нравится. I have my friends. У меня есть мои I друзья. have my hobbies. I У меня have есть мои my хобби, у меня things есть that I мои do увлечения, that are valuable for me. которые для меня важны и ценны. My wife has her friends, У моей жены есть ее друзья, her hobbies, Ее her хобби, career, ее her карьера, ее likes увлечения, and dislikes то, and что ей so forth. нравится и то, что ей не нравится и так далее. And she does those things. И она этим занимается. And И we have our lives у together. нас есть наши жизни There are вместе. things we love to do together. Есть вещи, которые мы обожаем делать We вдвоем. enjoy those things Мы together. получаем удовольствие от того, что делаем это именно вместе. But when my wife is off doing her Но things когда при этом моя жена ушла и занимается своими делами, that I don't do, которыми не I don't занимаюсь like. я, которые мне не близки, It's мне not не interesting нравятся, to me, it's не not fun to интересны me. мне, да, или не приносят мне веселья и радости. but she loves it. Но ей это очень нравится. And I'm really приносит happy about удовольствие. that. Я рад I think этому that's great. и рад за нее. I'm glad she's happy. I'm glad she's doing things Я that рад, she что loves to она do. делает то, что ей нравится делать, что она Meeting довольна people этим. she enjoys, people she loves to be Встречается с with. людьми, которые ей дороги на протяжении многих лет, и она дружна с ними. And I have my things. У меня есть мои дела. When I go to the gym to play basketball with my friends, Когда я иду в зал или на улице играю в баскетбол со своими it друзьями, makes no sense at all for my wife to come and play in the basketball не team. имеет смысла мне тянуть за собой жену и заставлять ее со мной играть в баскетбол, She doesn't like it. который ей не нравится. And she wouldn't be any good. И кроме того, она бы не была хорошим And she'd игроком. be out of place. И она неуместна там. But when I do that, Но когда я иду and I играть, come home, возвращаюсь домой, and I'm tired and я уставший, happy and довольный, bruised, в синяках. and my wife is happy about И that. She моя goes, жена рада, "Wow, что я получила удовольствие от игры с looks like you друзьями. had a great game. Она мне отвечает: ну, похоже, игра была Good for веселой. you." Молодец. And those are kind of the healthiest way Вот самый пример самого здорового that способа, couples get together. каким образом люди объединяются в пару. There's a terribly damaging myth about families and Есть about relationships. катастрофически разрушительный миф касательно семьи, Да. касательно взаимоотношений. That two people meet and love each other,
Два человека встречаются, любят друг друга, they get together, объединяются, and they become one и person. они становятся единым целым в форме одного человека. And they have to give up the one they were before. И тем, кем они были в прошлом, они должны пожертвовать. And you'll hear them say things like, И слышно, как пары говорят, we do everything together. мы все делаем вместе. Everything. Все. We have the same friends. We have У the нас same. общие друзья. And, whenever I hear Каждый that, раз, когда я это слышу, I always have the same thought. у меня появляется такая же мысль в голове. Give them a couple years, Дай им пару лет, and I'll see them in marriage counseling if they last that long. и если они продержатся такой длительный промежуток времени, то я понимаю, что увижу их на консультации у терапевта. If I have to give up myself to marry you, Если мне нужно забыть о себе, принести себя в жертву, чтобы быть с and I тобой, expect you to do the same, и если я от тебя ожидаю того же, then sooner or later we're going to hate each other. то рано или поздно мы начнем ненавидеть друг друга. Okay, now, are there the exceptions? Теперь, есть ли исключения? Yeah, sure. Конечно, есть. My experience, 1 in 1,000. Мой опыт – это 1 из 1000 случаев. Couples that I've ever seen that can be happy being one person. Пары, которые могут быть счастливы, будучи одним единым целым в форме одного человека из двух половинок. So first and most important is the couple, the relationship between the two Поэтому people. первое, самое важное – это отношения между двумя людьми. Two strong, talented people Два сильных, талантливых человека, have their lives у каждого своя жизнь, and travel through life together. вместе путешествуют по жизни. Friends Они друзья and lovers, и любовники. not just lovers. Не только любовники, услышьте. Okay. Friends. Друзья. If, one of the questions that I sometimes ask couples is, Один из вопросов, которые я иногда задаю парам, okay, but before you marry somebody, до того, как выйдешь замуж за кого-то, женишься на ком-то, ask yourself this question. задай себе этот вопрос. If I didn't love this person, Если бы я не любила этого человека, would I happily spend time with them? проводила ли я бы с радостью с этим человеком время? Sadly, Грустно, if the people answer that question honestly, если люди отвечают на этот вопрос честно. most of the time, В большинстве случаев, the answer is no. честно перед самим собой, их ответ нет. And if the answer is no, И если при этом ответ нет, getting married is not going to solve any problems. жениться не решит проблем. So, in my opinion, Итак, по моему мнению, friendships can last forever. дружба может длиться вечно. Love Любовь changes. меняется. And love can be destroyed if the people are not friends. И любовь может быть разрушена, если люди не друзья, прежде всего. Friends. Друзья. Friends are the best kind of relationship. Real friends. Настоящие друзья – лучшая база для взаимоотношений. It's very easy for me to see when I meet a couple, Мне очень легко увидеть, когда я наблюдаю за какой-либо парой, whether they're really friends. действительно ли они друзья. Very quickly, it's very easy to see. Очень легко увидеть. You know, Вы знаете, you can tell too вы тоже можете это обнаружить, when people распознать, actually like each other. когда люди действительно нравятся друг другу. And you can tell very quickly when they don't. И также очень легко увидеть, когда нет. Okay, relationships, Итак, взаимоотношения. not easy. Не просто. But when they work, Когда они срабатывают, beautiful. это Beautiful. красивейшая вещь. Okay. Now, I've been asked questions about children. Мне также поступили вопросы касательно детей. How do you make a child successful? Как сделать ребенка успешным? Okay, first you don't make a child successful. Во-первых, первая реакция – никто не делает ребенка успешным. Okay, they're not clay. You can't build them the way you Они want them. не глина, чтобы вы могли создать, построить то, что вы хотите. All these questions about children, the first thing you have to understand Все вопросы, которые связаны с детьми, прежде всего вы должны понимать, is how do children learn? это то, как дети учатся And when does learning start? и когда начинается их обучение. Some people think learning starts before birth, Некоторые люди думают, что обучение начинается до рождения. but learning certainly starts at birth for sure. Однозначно, при этом обучение начинается с момента рождения. Okay, so it's very important to understand that a child's most powerful learning technique or strategy is copying. Прежде всего важно понимать, что сильнейшая, самая
эффективная стратегия обучения, которая используется ребенком, это копирование. You want a child to be successful? Хотите, чтобы ребенок стал успешным? Be successful in your life. Будьте успешными сами в своей жизни. Be happy in your life. Будьте счастливыми в своей жизни. Okay, so that what that child sees Так, чтобы то, что from a very early age видел ребенок с самого раннего возраста, becomes their own expectation. стало бы его собственным ожиданием от его жизни. Mommy's strong, mommy's Мама wonderful, сильная, мама замечательная, mommy's мама successful. успешная, I will be too. я буду тоже. Daddy's great, daddy's Папа прекрасный, loving, папа любит, но при этом but he's четкий, strong too. тоже сильный, And he's very successful. и He's он очень successful успешный, in his life, in his sports, in успешный в his своей жизни, в behavior, своем and спорте, в своем поведении. he just assumes that things will go well and things do go well. При таком наблюдении такого определяет и предполагает для себя на будущее, что у него будет так же. A child that's raised in a successful family will most of the time become very successful themselves. Ребенок, воспитывающийся, растущий в успешной семье, с высокой вероятностью также станет успешным. By successful, I don't necessarily mean money. Успешным, поймите, я не обязательно имею в виду денежно успешным. There's a lot of very, very, very damaged children that come out of families that make a lot of money. Есть при этом большое число детей, которые выходят из семей, где зарабатывались большие суммы денег, с очень поломанными судьбами. When I say successful in this way, I mean successful Когда я in говорю успешным, relationships with я each other, имею в виду successful, в его взаимоотношениях с другими, successful in relationships with other people, в его взаимоотношениях с самим собой. not starving, have enough money to eat, enough money to be Человек не будет comfortable. голодать, он будет иметь возможность зарабатывать достаточно денег, чтобы чувствовать себя комфортно. They see happiness and success and security all at the same time. Этот человек будет воспринимать успех, счастье, безопасность, все как единое целое. They're safe. Он будет в безопасности, They always have what they need, у него всегда будет то, что ему нужно, and they see happy, successful parents. и он будет продолжать видеть успешных, счастливых родителей. That's number one. Это номер Okay. один. Well, without that, most everything else is not going to Без do any good. этого большая часть всего остального, о чем можно говорить, не будет иметь значения. So, success. How do you make successful children? Что как сделать успешных детей In addition to your modeling, в дополнение к вашему моделированию вашего успешного, демонстрации вашего успешного поведения. constantly give them small, achievable tasks. Это требование к вам постоянно давать небольшие, но достижимые задачи. When they're very little, Когда ребенок совсем маленький, ask them to hand you something. попросите ребенка что-то вам передать в руки. And when they hand it to you, И когда say ребенок это thank делает, you говорите ему спасибо, хвалите, and pat them on the head or something. по голове погладите. Human beings learn from their successes. Люди учатся на своих успехах. So if you give a child a lot of little Поэтому, things to be если вы, как successful with, родители, будете обеспечивать ребенка большим количеством возможностей в рамках задач, которые вы ставите, little, чтобы они были успешными в их исполнении, can you pick up those 4 toys, please, and put them in that можно corner? тебя попросить, пожалуйста, собрать вот эти 4 игрушки и положить в корзину. And you watch. Дальше смотрите. And they pick up the 4, Ребенок поднимает все They put them in 4, the corner. кладет в корзину. and you say, thank you, Вы говорите спасибо, good, молодец. boom. Don't make big tasks. Не ставьте большие невыполнимые задачи. Children don't have a long attention span. У детей нету большой длительности по времени, способности воспринимать какую-либо задачу и выполнять ее. The younger they are, the shorter the attention span. Чем младше ребенок, тем меньше они способны фокусировать внимание. So make sure it can be done in a very, very short period of time. Следите за тем, чтобы ваши поставленные задачи могли быть выполнены за короткий промежуток времени. Okay. And at some point, you begin to do something very clever. И в какой-то момент далее вы начинаете делать кое-что очень умное. That you're the source of feedback about success Вы источник для ребенка похвалы за его when успех, they're young. когда ребенок маленький. And at some point, by the time they're 4, 5, Через какое-то время в возрасте 4-5 лет, maybe even a little earlier, может быть, даже чуть раньше, you start to transfer вы начинаете передавать the knowledge of success from you to them. знания успеха от вас к ребенку. So you ask them to do something, Например, вы And they do просите it. его что-то сделать, он делает.
And you might say, Вы можете сказать, do you feel good about that? ты доволен тем, что ты это сделал? Because I'm very happy Потому about что that. я Do you очень feel good довольна, about очень that? доволен. Как And ты you чувствуешь? watch. Следите, And смотрите. if they show you some kind of positive internal response, Если ребенок вам внешне демонстрирует какую-то позитивную его внутреннюю then, реакцию на if ваш you're really вопрос, skillful, you just give a little smile. если вы искусны, вы просто демонстрируете небольшой кивок и улыбку. Because as a child matures, Потому что по мере взросления ребенка, especially up into 5, 6, 7, особенно в возрасте 5, 6, 7, then лет, it's incredibly important that their tasks, крайне важно, чтобы их задачи, when they do them, they have personal satisfaction for that чтобы у accomplishment. них возникало их собственное удовлетворение от того, что они выполнили. That you slowly but surely transfer Так, that, чтобы вашей задачей было celebration следующее. of success from you to Медленно, them. но уверенно вы передаете свою похвалу за выполненное задание на ребенка. Sometimes that happens automatically, sometimes not. Иногда это происходит автоматически, иногда нет. But watch for it very Но carefully. следите за этим очень внимательно. Next question is, and continue on and И on and on. продолжайте. Okay. The tasks get longer as the kids Задачи get older, становятся более масштабными по мере взросления. and they get more and more and more used to accomplishing their goals. Таким образом, ребенок все в большей и большей степени привыкает к тому, чтобы быть успешным в выполнении заданий. How do you get a child to be responsible? Как сделать так, чтобы ребенок брал на себя ответственность? To have responsibility for their tasks, for Брал ответственность на себя their events. за его события, за его задачи. Important. Важный вопрос. Very. Очень важный. Okay, and how do you do that? Как это сделать? Again, mostly Опять же, by role modeling. большая часть работы в вашем моделировании, в вашей демонстрации, как это делаете вы. Comments that you make Комментарии, которые вы throughout the child's life. Должны делать или делаете в течение всей жизни ребенка. Things that, little phrases, little statements like, Маленькие фразы или утверждения следующего характера. I've got to be sure and do that. Мне нужно проверить, чтобы я точно это сделал. That's my task. Это моя задача. And so I'm going to do it. Я это сделаю. Okay. And they see you do Ребенок в things, этот little момент things. наблюдает за тем, как вы это сказали, и вы это сделали. Thousands of times. 1000 раз. Throughout most of their childhood, they see and they hear В течение большей части своего детства ребенок слышит и видит, mommy and daddy being responsible. как мама с папой вербально демонстрируют, что они ответственны. Okay. И помнят об этом. Even as obvious as Даже такие очевидные вещи, как, например, you in the morning you're talking утром вы разговариваете, and your wife says, жена говорит, will you pick up our child from school today? ты заберешь ребенка из садика или из школы сегодня? And the child's sitting there having Ребенок breakfast сидит с вами, завтракает, or getting ready to go. или готов где-то рядом с вами. And you находится. say, oh yes, Вы отвечаете, да, конечно, I'll be responsible for that for sure. я сегодня за это отвечаю, Happily. с радостью. And you pick up the kid. Ну, и, понятно, забираете вечером And the ребенка. idea gets in there. Идея Okay. зерном заложена в ребенка. That being responsible for something is a good thing. Что быть ответственным за что-то, брать на себя ответственность, это что-то хорошее. And if you do that with them or near them or around them when Если вы they're так поступаете 4, 5, 6, 7, в присутствии ребенка, в его возрасте 4, 5, 6 лет, then they just get it in there. It's built тогда in. это уже встраивается в него. And then of course you continue to support that. Потом, конечно же, ваша задача это поддерживать. Okay. It's almost impossible to teach responsibility to a kid by the time they're 13 or 14 who has never been responsible when they're 4 and 5. Фактически невозможно научить ребенка в возрасте 13 или 14 лет ответственности, если он не обучался этому в возрасте 4, 5, 6 лет. I know a lot of parents have come to me with children and said, we're having trouble with this child, and the child's 12, 14, 11. Я часто встречался с родителями, у которых детям было 12, 14, 11 лет, с обращением следующим, что у нас проблемы с ребенком. This child is out of control, and we Этот don't know what to подросток do about it. неконтролируемый, мы не знаем, что с ним делать. And I asked them some questions Я задаю about несколько вопросов how they treated the о том, child как обстояли дела, как early on. относились к ребенку ранее.
You know, and basically they let the child be a barbarian for the first 6-7 years of Часто its я life. понимал, что первые 6-7 лет жизни ребенка тому ребенку позволялось быть варваром. No matter what the child wanted, if it was possible, they got it. Ну, например, что бы ребенок не хотел, если это было возможно, он это получал. And all they had to do was scream loud enough or И все, что ребенку yell для этого loud нужно enough, было or- сделать, либо орать, либо плакать достаточно долго и and the parents громко. would give them whatever it was И they want. родители сдавались и давали то, что он просил. Most of the time just to shut them up. И в большинстве случаев только для того, чтобы он замолк. But what do the kids learn? Задумайтесь, что при этом понимает ребенок. They learn that they can have whatever they want. They learn that they can control the parents. They Ребенок learn понимает, that что я могу получить все, что я хочу, я могу контролировать родителей. I've seen so many cases of that, and it's oh man. Я видел столько много случаев подобных. Restaurant, kid. Okay. 1 second. Which one? Yelling and screaming around tables. Oh God. Yeah, Anya's reminding me of a situation I usually talk about. Аня напоминает мне пример одной из ситуаций, которую часто рассказываю, описываю. I know people who bring their kids to restaurants and then turn them loose to terrorize everybody else. Видели ли когда-то, заходит в ресторан пара с колясками, с детьми, и дальше дети отпускаются с поводка. You know, and if I'm in the restaurant, Если я в этот момент нахожусь в ресторане, that doesn't work very well. это не очень хорошо получается у детей очень быстро. Oh, I don't get along with wild kids if they're not mine and if they're not my clients. Я не очень хорошо лажу с, я бы сказала, дикими детьми, которые не мои, не моих клиентов. And I can see that the parents have little or no control over those kids. К сожалению, часто понятно, что у родителей либо очень мало, либо вообще отсутствует контроль над такими детьми. Kids are 5 or 6 years old. Там дети 5-6 лет. And I'm looking at those kids and I'm saying to myself, Я смотрю на этих детей и говорю себе, I'll see you again when you're 16 похоже, мы с тобой встретимся, когда тебе будет 17. 16 с твоими родителями. in my treatment program. А если только о тебе говорить, то, к сожалению, в одной из моих реабилитационных программ. Unless somebody невероятно. really takes a hold of this kid. Если только кто-то не возьмет этого ребенка под контроль. It's sad for me to see Это situations грустно. like that. Мне видеть такие ситуации. One of the things that I'd love to tell you, that I want to tell you about is this thing called yes and no. Один из важных нюансов, которыми я хотела с вами поделиться, и с радостью это сделаю, это то, что касается двух фраз, двух слов «да» и «нет». What I notice in successful kids, Что я замечаю в успешных детях, in kids that do well with their lives, в ребятах, у которых все в порядке в жизни. most of them seem to have a concrete understanding of the difference between yes and no. Похоже, у них достаточно четкое понимание, что такое «да» и что такое «нет». And when I see parents that don't understand how important yes and no are, И также, как грустно мне видеть, когда родители явно не понимают, что такое «да», что такое «нет», и как эти две фразы использовать. the kids grow up not understanding what yes and no means. Когда дети растут, не понимая разницы между «да» и «нет». And so they have a world with no boundaries. А это приводит, к сожалению, к тому, что у них возникает мир, в котором нет границ. And that's tremendously dangerous for the Это child and for everybody крайне around them. опасно и для ребенка, и для всех вокруг него. I know people who want to say no to their child, but don't want the child to be upset. Я знаю ситуации, когда родитель вроде хочет сказать «нет» своему ребенку, но при этом не хочет, чтобы ребенок огорчился. So they say one of two words. Тогда родитель выбирает один из двух. The child makes a request. Ребенок что-то просит. And the parents will say, one thing I've seen is that parents will say, well, maybe. Один из вариантов, который я наблюдаю, родитель говорит, ну, может быть. Okay. And the kid knows Ребенок знает, that means no. что это означает нет. Okay. For most people who say maybe, Для большинства людей, кто говорит «может быть», they really want to say no. они на самом деле хотят сказать «нет». Or they want to say no, not now. Либо хотят сказать «нет, не сейчас». Okay. And we won't talk about this again until И such мы and не time. будем повторно об этом говорить до такого-то времени. Or yes, but not now.
I will allow you to do this tomorrow at noon. Либо да, но не сейчас, я позволю тебе это сделать завтра в обед или в 12. Or have this or whatever it is. Или мы сможем купить это тогда-то, тогда-то. And then worse is the people who say yes and mean no. Худший вариант, когда родитель говорит да, а подразумевает нет. Yes. Да, Okay. But later. ну позже. And they're really hoping the kid forgets. И при таком раскладе родители на самом деле надеются на то, что ребенок забудет. Because they don't want to do it. Потому что не хочет он это делать. And they say yes. И он говорит да, But most of the kids can figure out very quickly. но большая часть детей, будучи наблюдательными, могут быстро вычислить. So it's not a real yes, and they know На it. самом деле это совершенно не настоящее да, и они в курсе. Sometimes it's hilarious because Иногда the просто person says, смехотворный вариант бывает. well, yes. Родитель говорит примерно так, ну да. And the kids look at the parent's face and they hear the word and they go, выражение лица, на такое звучание слова, no, и I know what понимают, that что is. нет, я знаю, что это And here they означает. come, pouring it on. И начинается рев. Now, I want it now. Хочу сейчас, хочу сейчас, хочу Or сейчас. whatever. So when kids get yeses, they're actually no's. Так что, когда дети получают на свой запрос «да», который на самом деле «нет», And then the other side of that, и другая сторона медали. a no that's not a no. «Нет», которое не является «нет». Some parents say no, Некоторые родители говорят «нет», and the kids understand that what that means и is ребенок понимает, что это означает you need to cry. «нужно реветь», Because if you cry, it'll become a yes. потому что если я начну сейчас реветь, это «нет» превратится Or в «да». yell, or scream, or Или если не плакать, то whatever. кричать, Okay. все что угодно. And so no is not no, yes is not yes. Когда «нет» не является «нет», когда «да» не является «да», And the kids are nuts, crazy, дети сходят с ума от этого. because nothing means nothing, and Потому they что can. ничто не означает. They're the parents, Они превращаются в кого? В and родителей. the parents become the servants. The А parents родители become the kids, превращаются в слуг. Родители превращаются в and детей. kids are smart. Дети очень умные. They can play that game. They can Они win that могут game. играть в эту игру и умеют в нее играть, и могут с легкостью выигрывать. They make all the decisions. Потому что что? Они принимают все решения. They Не decide вы. when, where, what Они happens, where to решают, go. когда, что будет происходить, куда будем All they идти. got to do is hit the floor, Все, что им scream, нужно, kick the это floor, рухнуть на pound their землю hands. и начать реветь. Ужасно. Absolutely. Now, of course, none of us have kids like that. Конечно, ни у кого из нас не было такого поведения у наших детей, да? My first wife, I've had a few, my Моя first первая жена, wife, у меня было некоторое число. and I used to argue about that constantly. Мы с ней постоянно ругались именно по этому поводу. And I would tell her, Я ей пытался объяснить. stop saying no Прекрати говорить «нет», if you don't mean no. если ты не имеешь в виду «нет». If you're going to say no, Если ты собираешься сказать «нет», then follow through. значит, следуй тому, что означает слово «нет». And for heaven's sake, stop saying yes when you mean no. И ради Бога, перестань говорить «да», когда ты имеешь в виду «нет». I told her, well, you're turning our child into a Ты понимаешь, что мы ребенка screaming and yelling, irresponsible idiot. в плачущего, орущего, безответственного ребенка. And she would tell me all the И time, она мне постоянно oh, you отвечала: don't understand. He's just a child. ты не понимаешь, Франки, ну он же ребенок. It doesn't matter. I don't want him to cry. Это не важно. Я не хочу, чтобы он плакал. I say, okay, well, I'd rather have him cry now for 5 Я minutes. говорю, да, ты знаешь, я предпочту, пусть он мне лучше поплачет 5 минут сейчас, That damages life for the rest of his life. чем наносить ему вред тем, что будет разрушать его в течение всей его будущей жизни. My son was hilarious У меня потрясающе смешной. because he knew Малый был в he детстве. knew both of us very, very well. Он знал, как с нами обращаться с обоими. Очень, очень хорошо. And when he wanted something and he had a pretty good idea, I would say no. И когда он хотел что-то, и у него складывалось впечатление, что, скорее всего, папа скажет «нет», I would see him maneuvering around me to get to his и mom. я наблюдаю, как он так мимо меня пытается подобраться к маме. I say, oh, wait a minute, come Я here. говорю, ну-ка, подожди, иди сюда. You want something, don't you? Ты хочешь что-то, да? And he goes, yeah. Да. And I say, talk to me. Поговори со And мной. he'd look at me and go, Он смотрит на меня. never mind, Да I не, don't ничего, need it. пап, And не he'd надо. go, because he knew Потому что он знал. since he'd already interacted with me, now he can't go around to his mom. Он знал,
Почему он сказал, я передумал, уже не важно, потому что он знал, поговорив со мной, он уже не сможет подойти к маме. Clever. Умный. Very clever. Очень умен. One time he spent 4 years with his mom. Было время, когда Three years with his mom. 3 года был, жил больше с мамой. And he came back to me for 2 or 3 years when he was about 2-3 года жил со мной. 11. Когда ему было лет 11 уже. And he's with me for 30 minutes. Вот первые 30 минут. And he asked me if he can do something. Сын со мной спрашивает меня, пап, можно я? And I said no. Я говорю, нет. And I'm looking at him, and he does this. Я смотрю на него, он начинает делать вот так. And he starts to play this game, right? Начинает играть в демонстрацию. And I looked at him and I said, Я на whoa, него stop. посмотрела, говорю, оп, подожди-ка стоять. You forget who you're talking to? Ты что, забыл, с кем ты говоришь? And he looked at me and he went, oh yeah, Он посмотрел, never mind. точно, And walked проехали. away. И ушел. And he just, boom, that fast. Вот с такой скоростью. I asked him another question that I don't want to say on the internet, but Я ему чуть-чуть более смешной и прямолинейный he вопрос got the idea. задал. Не хочу в эфире говорить, но смысл вы поняли, и его реакцию So тоже. very, I mean, he knew absolutely, and between he and I, we never had that. When no was no, yes was yes. Зная, как взаимодействует он со мной и с мамой, со мной у него никогда не возникало сомнения, что значит нет и что значит да. Он четко знал. And we continued like that all of our lives. He's now 47. Мы таким образом взаимодействовали на протяжении взаимодействуем на протяжении всей нашей жизни. Ему сейчас лет 47. And guess what he taught his kids? Догадайтесь, чему он научил своих детей. No is no and yes is yes. Нет, это нет, да, это да. And his wife supports that absolutely. И его жена полностью его поддерживает. And I'm so happy about that. Я очень этому радуюсь. My granddaughters are both really nice kids. Мои внучки обе очень приятные дети. Decent kids. So, Хорошие дети. but they know that no is no and yes is yes. При этом они четко знают, если нет, это нет. So Если guys, это да. if you've got kids, Так что, ребят, если у вас есть дети, remember they learn from everything you do. помните, что и те из вас, у которых дети будут, помните, что они учатся всему, копируя вас. That they copy you. They copy your arguments. They copy Они скопируют ваши your споры. lies. They Они copy скопируют вашу your ложь. Они скопируют frustration. ваше They разочарование copy или joy. They бешенство. copy your Они habits. скопируют также вашу радость, They ваши copy your привычки, language patterns. ваши They речевые структуры. While you're busy being yourself, they are learning to be Помните, themselves. что когда вы заняты собой, думаете о себе, они заняты и думают о себе. Raising kids. Они копируют вас. Воспитание. Okay. Let me check 1 second. How will we know when we get questions? Как мы будем знать, что к нам еще поступают вопросы, если там... One more question. What a wife should be to inspire her husband for success. Какой должна быть жена, чтобы вдохновить мужа на успех? Один из вопросов от вас. Number 1. Номер 1. She should feel successful herself. Она должна прежде всего себя чувствовать успешной. Be comfortable and happy with the tasks that she has. Она должна чувствовать себя комфортно с теми задачами, которые перед ней стоят, And которыми она занимается. simply demonstrate with her own behavior every day. И, в принципе, просто демонстрировать своим поведением каждый день. Responsibility, success, comfort. Ответственность, успех, комфорт. Okay. And when she communicates with her husband, И когда она общается с мужем, complaining and griping очень важный момент, жаловаться и ныть, is one of the best ways to destroy confidence in a man. это один из простейших и самых быстрых способов разрушить в муже его уверенность в себе. Why don't you have a better job? А чему у тебя такая работа? Почему ты не зарабатываешь достаточно денег? How am I supposed to raise a child with Как what я you bring должна home? растить ребенка с той суммой, которую ты приносишь домой? Aren't you ever going to be somebody? Ты Aren't you вообще ever going to когда-нибудь do хоть something? кем-нибудь станешь? I know people who attempt to help their husbands Я be successful like that. знаю жен, которые
пытаются своему мужу таким образом помочь. Obviously, that's not going to work very well. Очевидно, что это не приведет к хорошему результату. You're probably very likely to help that man decide to get a divorce. Такой подход со стороны жены и женщины приведет, скорее всего, к решению мужчины развестись с ней. Or to find a woman who appreciates him instead of one who tells him what's wrong with him all the time. Либо примет решение найти женщину, которая ценит его, вместо той, которая вечно его спрашивает или говорит ему о том, что с ним не так. Be successful. Take care of yourself. Прежде всего, будьте успешны сами, заботьтесь о себе. В этом отношении занимайтесь спортом, ухаживайте за собой, уделяйте себе время. Do your job in the family and do it well. Выполняйте свою часть работы в семье и делайте ее с удовольствием, в радости и качественно. It's very difficult for a man to not work hard and not be successful when what he sees every day, all day long, is comforts, strength, professionalism. Очень сложно мужчине не фокусироваться на успехе, не прилагать все усилия к тому, чтобы быть самому успешным, когда каждый день то, что он видит дома, это комфорт, уют, успех, уверенность. Conversations Разговоры ваши, беседы about plans, о планах на будущее, positive conversations. позитивные беседы. Is our life going in a direction that you're comfortable with, darling? Как наша жизнь двигается? Двигаемся ли мы в направлении, которым ты, дорогая, довольна ли? Is there anything that I can do to assist? Что я могу сделать, чтобы помочь? I'm thinking about plans for maybe more children, or Я вот тут думаю, может быть, нам подумать о еще одном ребенке. does that fit with your plans? Как ты себя чувствуешь? Какой твой ориентир? Какие твои желания? We're traveling through this life together. Мы идем по этой жизни вместе. I'm doing my best to be a good partner. Я прилагаю все усилия со своей стороны, чтобы быть хорошим партнером тебе, напарником. And I want to make sure that I'm doing whatever is necessary to help. И я хочу быть уверена, что со своей стороны делаю все, чтобы помочь. A statement every once in a while, like "I believe in you." Фразы время от времени, такие как, например, я верю в тебя. I know that you're not happy with what you're doing now. Я знаю, что ты недоволен или недовольна тем, чем занимаешься сейчас. I can see that. Я это вижу. But I trust you. I know that you'll find a better way. Я тебе доверяю. Я знаю, что ты найдешь способ получше, найдешь, как изменить ситуацию к лучшему. Or you'll find a better opportunity. I know. Или скоро появится хорошая возможность для тебя, которая будет радовать. Я в это верю, я уверен в этом или уверена. I know who you are. Я знаю, кто ты. Я I know горжусь you're a тобой. good man. Я знаю, что ты прекрасный мужчина, прекрасная женщина. I believe in you. Я верю в тебя. And sometimes, even if the man doesn't believe in himself И иногда, если говорить о мужчине, даже если он не уверен в себе, не верит and сам в is себя, unhappy or worried or scared that недоволен he's или not напуган, или разочарован, that he's что он not не accomplishing what he wants, or достигает тех целей, которые хочет, that kind of a communication from your не partner дает often семье то, что он бы хотел, то такой комментарий или такие комментарии со стороны can жены be energizing, могут быть очень заряжающими энергией can мужчину. be a miracle. Могут на самом деле волшебство сотворить. You know, sometimes a man can think to himself, you know, Иногда мужчина может задуматься. I don't trust me. I don't believe in me Я в right себя now. не верю, да, сейчас у меня руки опускаются в моих мыслях о себе, да, Wow, she does. но она в меня верит. Wow. I'm gonna go make it happen Я соберусь, приложу все усилия и достигну. for both of us. Ради нас обоих. And if what he sees all the time is an organized, Если то, что он happy, видит, собранную, организованную, счастливую, clean environment in his home and so forth, уютную, чистую среду дома и так далее, then that it's like his entire environment is professional and optimistic. ну, так как если бы представить, что все его окружение чистое, здоровое, комфортное и оптимистичное. It's very difficult for a man to have a mess inside and live in a positive environment with a wonderful partner. Сложно представить ситуацию, когда у мужчины в голове бардак, при том, что он живет в комфортной, уютной, здоровой среде.
Most men will и с таким партнером. push themselves to make something positive happen. Большая часть мужчин при таком раскладе будет толкать себя вперед, чтобы были позитивные изменения. Guys, that's not the answer to all these situations, Ребят, помните, что это не ответ на все ситуации, естественно. but it certainly is a good starting Но place. это однозначно хороший базовый такой старт. Most people will live up to the expectations of the people they respect and admire. Большая часть людей будет подтягиваться под те ожидания, которые демонстрируются людьми, которых те уважают. If you think the guy's a bum, you talk to him like he's a bum. Если вы считаете, что муж придурок и никто и ничто, и вы общаетесь с ним так, Provide a home environment that looks like the home environment of a bum. если вы относитесь к нему, как дословно Фрэнк говорит, к бомжу, и обеспечиваете ему антураж и атмосферу, свойственную бомжам, they'll accept it. ну и это муж примет. And they'll be the bum you expect them to be. И станет тем бомжом, которого вы озвучиваете в его адрес регулярно. So, no secret, just work. Ничего из секретов, просто работа. But beautiful work, good work. Прекрасная работа, хорошая работа. One more question, Frank. Как из мальчика вырастить мужчину, если я воспитываю его одна? How to bring up a man in my kid, in my son, when I'm raising him alone as a woman? Wow. That's tough. Сложный вопрос. Сложно. It's very difficult for a woman to teach a male to be a man. Очень сложно женщине вырастить ребенка мужского пола и превратить его в настоящего мужчину. A few women can do that. Некоторые женщины справляются. But a young male needs very much male influence in his life. Юному мальчику очень нужно мужское влияние. Now, sometimes that means a brother. A brother, her Иногда brother. это означает, если у вас есть брат, да, дядя его, прекрасный вариант, может grandpa, быть, дедушка, cousin, двоюродный ваш брат, of another family that's close to you. кто-то из мужчин в семьях ваших друзей, с кем вы близки. That has a good, healthy man in that family. Если у кого-то из ваших друзей в семьях есть, по вашему мнению, прекрасный пример настоящего мужчины. And time with those men. Время, проведенное вашим сыном с кем-то из этих мужчин. So that they can understand kind of what that's like, what it's Так, like чтобы to, мальчик мог how do you talk, how do you мог walk, how понять, do you... как разговаривать с мужчиной, как взаимодействовать с ним, как проводить время с ним. Men in general are way different than women. Поведение мужчин обычно и типично очень сильно отличается от поведения женщин. So maybe my overly simple advice is Поэтому, возможно, очень упрощенный, но совет, который я могу дать со своей стороны. get 1 or 2 or 3 men that you think are really good men involved in that boy's life. Определите, кто из ваших близких людей, друзей, может быть, мужчин, родственников, кого вы считаете хорошим примером для подражания, обратитесь к ним, обеспечьте возможность какого-то времяпрепровождения вашего сына с ними. Best. Это лучший вариант. Okay. If for some reason you can't do that, Если по какой-то причине нет у вас такой возможности, then probably the best alternative to that is sports or some kind of an activity where they are involved with young boys. тогда, если нет такой возможности, спорт, подумайте, где есть потрясающий тренер, где есть возможность общаться с другими мальчишками. Aikido with a man master. Айкидо, где тренер потрясающий и мужчина, и тренер, и мастер своего дела. And you know the master, and you know that the master is a good example of a healthy, strong, happy man. Настоящего, как мы говорим, настоящего истинного мужчины. Healthy, strong, and happy. Счастливый, здоровый и сильный. Football. Футбол. Youth team. Юношеские какие-то команды. Any kind of organized sport or organized activity. Любого рода организованный спортивный формат или формат какой-либо другой деятельности.
that is primarily for young males, который преимущественно предлагается мальчишкам. but mixed is fine as Но long и as смешанные варианты, где есть девочки, тоже as long приемлемы. as there is a good До тех male пор, пока есть role model there хороший somewhere. тренер, если не тренер, только в каком-то другом формате, например, для подражания, мужской пример для вашего сына. If you have the relationship with Okay, are we on? Okay, yeah. So, and I support that very much. И я хочу поблагодарить тебя, я поддерживаю твое участие в его жизни. I'm not a person who says that the mother can become the father. Я не тот человек, который скажет, что мама может стать папой. The mom's the mom. Мама – это мама. Okay, and playing both roles. И играть две роли – Difficult. это, мягко говоря, сложно. Now, what's the exception to that? Какое может быть исключение? Yeses and nos. Опять вернемся к нашему «да» и «нет». Что такое «да», что такое «нет», что такое ответственность. That should be male or female. Эти правила должны быть едиными как и для мужчин, так A и для girl женщин. child or a male Для child. ребенка девочки или для ребенка мальчика. But if you're a single parent mother, Но если мы говорим о том, что вы мама, которая воспитывает ребенка сама, you have to be sure to have the foundations. вы должны быть уверены в том, что базовый фундамент у вас четкий, взвешенно, осознанно принятый и выбранный вами. Yeah. And before I forget, До того, как я забуду. one of the questions that I have here is, Один из вопросов, который у нас есть от вас. what is most important in raising kids? Что самое важное в воспитании детей? Okay, and I want to tell you two things. Я хочу поделиться с вами двумя самыми важными вещами. Okay, that are absolutely necessary if a child's going to come out of their childhood with any opportunity for success. Если вы хотите, чтобы у вашего ребенка были все возможности для того, чтобы быть успешным после его выхода из детского юношеского возраста, вы должны знать эти две вещи. Children need two things. Детям нужны One. две вещи от вас. Первое. They need to know that they are loved, Ваши дети должны знать, что они вами любимы, no matter what. что бы ни случилось. They have to be able to depend on that, Они trust that, and должны believe that. доверять One. этому знанию, должны знать, что это правда, и должны знать, что так и будет, что бы ни случилось. If a child is in a family and they don't know whether they're loved or Если not, ребенок в семье не знает, любят его или нет, that's tremendously damaging. если to a он в child. этом не уверен, что его любят, то это разрушительно для его жизни. The second most important idea Вторая самая важная мысль, is идея. that children must believe that they are capable. Дети должны быть абсолютно убеждены в том, что они способны на все, That they can accomplish что они whatever they want могут to достичь accomplish in тех their life. целей, которые захотят достичь в своей жизни. They have the skill necessary, Что они талантливы, что у них the есть knowledge, the необходимые intellect. навыки, что They are capable. они умны и способны. And that comes directly from parents. А это откуда берется в знании детей? Непосредственно от родителей. How many times have you said to your children, Сколько раз вы говорили своему ребенку: I believe in you. я верю в тебя, I know you can я знаю, accomplish ты what you want. справишься, я знаю, что ты сможешь, я знаю, что ты сделаешь. You learn how, you work, Ты узнаешь, как, научишься you can и do it. достигнешь этого. I know you can. Я знаю, что ты справишься. There is nothing more important for a child than those two things. Нет ничего более важного в ощущении знания ребенка, чем эти две вещи. Что он любим, несмотря ни на что бы ни случилось, и что он способен Everything else на все, adds что
Everything else adds to Все that. остальное добавляет к этим двум Yes and вещам. no's, role modeling, Да, da-da, что da-da, такое да, da-da. что такое нет. Какой я, как родитель, пример для подражания для моего ребенка. All Что are он копирует. added Все это дополнение to those first two. поверх этих первых двух самых главных вещей. So, children can be anything. That's the amazing ability of being a child. The future is theirs. Дети могут стать кем угодно, кем они захотят. Они потрясающие. В этом и прелесть детства. I'm reading the last questions here. Смотрю, I'll be какой with you. еще вопрос есть. Mhm. There's two questions here. One of them, Два вопроса. Один how does a woman, and I will add, or a man, вопрос звучал только относительно женщины, но я добавлю и мужчину. Как demonstrate мужчине, как женщине support for each other? демонстрировать поддержку друг другу? You know, and I would say especially around the kids. Я бы добавил к этому вопросу, особенно в присутствии детей. Okay. No two people can spend a long time together without having disagreements. Никакие два человека не могут долгое время, находясь рядом, не начать спорить друг с другом. It happens. Это происходит. Okay. How you disagree Вот вопрос в том, как вы спорите. is what's most important. Это самое важное. The question that was asked is how can a woman truly support her husband, even if she disagrees? Вопрос, который изначально звучал так. Как может женщина поддержать своего мужчину, жена поддержать мужа, даже в случае, когда она очень серьезно не согласна? Depends on the situation, of course. Конечно, зависит от ситуации. If you're having a disagreement, or if you're having if your husband does something to the children, Например, если ваш муж поступает как-то по отношению к вашим детям, says something that you think, whoa, should говорит, not be допустим, said, что-то, что вы, как жена и мама, воспринимаете, что это вообще нельзя ребенку говорить. it's very difficult not to show your disagreement. Очень сложно мгновенно не отреагировать и не продемонстрировать свое несогласие. And most people will say something И about disagreeing. большинство людей так и поступят, не сдержатся и сразу же выскажут. And that's a really, really, really bad situation to put a child in. Это очень нехорошая ситуация, в которую попадает ребенок. Now the child is going to have to Теперь try and figure out Ребенку придется вычислить, who they agree with, с кем он согласен, and therefore who they don't agree with. и, соответственно, с кем не согласен. Or who do I like, who do I not Или- like? Еще проще у детей, кто Or- мне нравится, а кто из них двоих нет. Which one of these two people can I get what I want from, Или у кого из этих двоих я могу добиться и получить то, что я хочу, кого нет. and which one should I stay away from? И от кого мне, соответственно, держаться подальше. Oh my goodness, terrible. Кошмар. Okay. Просто кошмар. That's when kids will be torn away from one parent and Вот. totally rely on the other. Пожалуйста, вам пример, когда ребенок полностью оказывается оторванным от одного родителя и полностью полагается лишь на второго. And I've seen some parents who Yeah. win the kid, Я видел ситуации, когда один из родителей победил и перетянул Actually, ребенка на свою сторону, be happy about that. и на самом деле радуется этому. My boy chose me, not you. Например, наш мальчик выбрал меня, а не тебя. I'm his favorite parent. Я его любимая мама. You're not. Ты нет. You know, and sometimes Папа. parents say that to each other without even saying the words. И иногда родители говорят это друг другу даже без слов. I can tell you the right way, Я могу подсказать вам корректный способ. not necessarily the easy way, Не обязательно самый простой при этом, but it's the right way. но корректный. And if you can do it Если вы способны, both ways, оба способны, it's going to benefit you, it's going to benefit your partner, and it's going это to будет benefit your child. Плюсом для вас и ваших отношений друг с другом, это будет плюсом для вашего ребенка и его будущего. Your husband says something to your child that you strongly disagree with. Итак, например, ваш муж говорит ребенку что-то, с чем вы сильно не согласны. What do? Что вам делать? You smile Вы улыбаетесь, and you look at your husband смотрите на мужа and you do your best и прилагаете максимум свой, to, with your face, чтобы своим лицом, with your body, телом, to say
без слов, но сказать: I'm with you completely. I support you completely. я полностью с тобой, милый, согласна. And let it go И отпустить. for now. На сейчас отпустить Later, ситуацию. Чуть позже, when the two of you are together, когда вы вдвоем вместе, ребенка рядом нет, you say, darling, вы говорите: любимый I'd мой, really like to discuss я хотела бы обсудить с what тобой you told our child. то, что ты сказала нашему ребенку. I respect you. I supported you completely. Я уважаю тебя, и, как ты помнишь, я демонстрационно полностью тебя поддержала. I have a very different opinion about У меня what на should be самом done in that деле situation. совершенно противоположное мнение о том, что должно было быть сделано в той ситуации. Are you willing to listen? Ты готов меня послушать? Now let's hope Будем надеяться, that the husband is not a complete idiot что муж не совсем полный идиот and can move his pride out of the way и может свою гордость убрать с дороги and say, of course, I'm и ready to сказать: listen, конечно, любимая, я готов тебя выслушать. and really listen. И действительно выслушать и услышать. And maybe, И, возможно, possibly, вероятно, change his opinion some, изменить хотя бы немного свое мнение, change his idea some. изменить его представление хотя бы немного. Sometimes you do, sometimes you don't. Иногда это удается достичь, иногда нет. Now, if the husband doesn't want to change anything after listening to you, Если, выслушав вас, муж ничего не захочет менять, then hopefully the husband can say calmly, тогда будем хотя бы надеяться, что муж может спокойно сказать: I feel very strongly about this. у меня сильное убеждение относительно того, что я выбрал I сделать. would really like you to support me in this. Я бы очень хотела, чтобы ты меня поддержал в этом. And then ideally you have to make a choice. Тогда в идеальном варианте нужно делать выбор. And in most cases your choice is, okay, I will. И в большинстве случаев выбор: хорошо, я так и сделаю. Now, husbands, Теперь, мужья, кто слышит меня? here's some words of wisdom. Вот несколько слов мудрости для вас. If you do that, Если вы решите поступить так, and your wife agrees to support your и opinion, если ваша жена при этом согласится все-таки вас поддержать, please understand, пожалуйста, поймите, that's a very difficult thing for her to do. что для нее это очень сложный шаг. It's a tremendous compliment about her relationship with you. Это огромнейший комплимент от вашей жены тому, кто вы для нее, и как ценны для нее ваши отношения. And you're asking her to set aside Вы просите ее one of the most powerful genetic drives in the human отодвинуть в race. сторону ее один из самых сильных, движущих посылов, которые есть в A женщине. female's genetic drive to protect her children is Знаете, что incredibly powerful. генетическое желание и необходимость защищать своего ребенка в женщине огромно. And if she believes that you're doing something to damage the Если child, у мамы возникает ощущение или убеждение, что вы что-то делаете в отношении ее ребенка, что может ему and навредить, she asks you to consider that, и она попросила вас рассмотреть ваш подход, возможно, you с ним listen, что-то изменить, вы послушали and you say, и no, it's сказали: my way. нет, я ничего менять не буду, будет вот так, как я решил. And she says, И okay, она сказала: хорошо, я тебя поддержу, you owe her. вы теперь ей должны. You owe her a big one. Вы должны ей уже очень много, поймите. Because that situation will happen again. Потому что подобная ситуация произойдет снова. Husbands, Мужья, if you win every one of those, если вы будете выигрывать каждый раз you're going to have a wife coming after your throat. в таких дискуссиях, то готовьтесь, жена очень в скором времени нацелится на ваше горло. You're going up against one of the strongest genetic drives that exists in the human race. Потому что ваше решение пойти против генетического дара и встроенной характеристики мамы и женщины, Lose some of those conversations. слушайте ее, переходите на ее сторону, хотя бы в некоторых таких дискуссиях, выбирайте ее путь, Change your behavior. меняйте свое поведение, если она просит. Make sure she wins those. Следите за тем, чтобы и она выигрывала, когда нужно принять решение, сделать выбор. Change. Меняйтесь. Your wife is not always stupid, Жена не всегда дура, and you're not always right. и вы не всегда правы. Give and take. Даю, беру, даю, беру. You win some,
В некоторых you выигрываете lose вы, some, в некоторых вы you проигрываете. both adjust some. Вы оба подстраиваетесь, вы оба меняете свое поведение. That's called marriage. Это называется семейный And союз. when you're talking about children Когда речь идет о детях or any other important situation in или the о family, каких-либо других важных ситуациях в семье, one of the things that's dangerous to do in a family одна из опасных, да, вещей, которые можно сделать в семье, is for either one of the people, either one, the husband or the wife, это когда кто-либо из двоих, все равно жена или муж, to make absolute demands. ставить абсолютные требования. This is it. Вот так и никак иначе. That's not a reasonable stance Это неуместный подход. for the husband or the wife. Либо для мужа, либо для жены, неважно, о ком идет речь. We can always talk. Мы всегда можем We can это always обсудить. Мы всегда можем найти другой подход. Мы всегда можем научиться. Both of us are happy to Мы find a всегда compromise. можем найти выход. И мы оба рады и готовы отыскивать и приходить к компромиссу. I married this person. Я женился на I тебе, love я this вышла person. замуж за тебя, я люблю тебя, I respect this я person. уважаю этого человека. And I'm going to make absolute rules. И при этом буду свои абсолютные правила ставить. Это что I'm такое? sorry, guys, Извините, ladies, ребята, мужчины, женщины, makes no sense. это не укладывается в какие-то логическое понимание. Some few things for people are not negotiable. Есть несколько вещей, которые для людей не подвержены переговорам и обсуждению. You know, and some things, you know, there's a few things that you just don't accept. Есть несколько вещей, которые просто не принимаешь. I come home and my wife is beating my son Ну, например, не дай бог, я захожу домой и вижу, как моя жена избивает моего сына. with a broomstick, Там, я не знаю, with the веником, handle of a метлой, broom, там, and severely, не веником, чем-то потяжелее, you избивает. know, and you know, I go, whoa, wait, what's Я happening? говорю, что происходит? And she says he spilled his milk. Она говорит, он разлил молоко. Well, I'm not going to let that happen. Я не допущу подобного, понятно. And I might say to my wife, stop, Я могу своей жене сказать, остановись, son, come here, сынок, подойди ко мне, I love you. я люблю тебя. This won't continue. Это не будет повторяться. Your mommy and I need to talk. Нам с мамой нужно поговорить. So, okay. And then you say to your wife, let's go someplace where we can talk. Потом говоришь жене, идем, отойдем, выйдем, поговорим. And you talk. И вы говорите. So, whoa, no, darling. Нет, дорогая. What is this about? Что это такое? No. And try and understand as much as possible И при what. этом постарайтесь the hell? максимально, мужья, понять, какого черта происходит, чтобы была такая And реакция. make sure that behavior is И gone. проследите за тем, чтобы такое поведение No. прекратилось So- и исчезло. So not everything can find a middle. Not everything. Поэтому не все может найти свою сердцевину, да, середину и компромисс, But the vast majority. of the но в time, большинстве случаев это возможно. families, kids, Семьи, raising дети, kids, воспитание детей, being friends, loving each быть other, с друзьями друг другу, любить друг друга. all not so simple. We don't have school for that. Все не столь простые вещи. У нас, как я, с чего начал, нету подходящих учебных заведений, где этому учат. Of course, we do our best. Ну, конечно же, каждый из нас с позитивными намерениями прилагает максимум своих усилий. One of the things that happens when you learn NLP Одна из вещей, которые происходят, когда изучаешь НЛП, is that the common mistakes that we make because of miscommunication то, что большая часть ошибок, которые мы допускаем из-за недопонимания, largely go away в большом объеме уходят. because we communicate with ourselves Потому better, что we мы communicate with other people после better. изучения НЛП начинаем общаться сами с собой, лучше понимаем себя гораздо глубже, лучше общаемся с другими людьми, их понимаем быстрее, проще, лучше. Most arguments are created by communication mistakes. Большая часть споров создаются и возникают из-за коммуникационных ошибок.
arguments that are absolutely unnecessary. Причем споры и ругань, которые абсолютно неуместны и не являются необходимыми. And when you dig into it, the problem, Когда докапываешься до проблемы, you find out that actually there's not a problem. обнаруживаешь, что нету там никакой проблемы на самом деле. It's that neither one of the people know how to talk Просто about it. что ни один, ни второй человек не знают, как и In не any kind умеют of- это обсуждать In any kind of comfortable, normal, friendly fashion. в какой-либо нормальной, комфортной, дружеской беседе. General rule for all of us in relationships, I think, is Общее правило для всех нас во взаимоотношениях, я считаю, if you're angry, звучит так: если ты зол, don't talk. молчи. Because angry people say stupid Потому things. что в злости, когда мы разозлились, многие из нас говорят глупости. Learn to let go of the anger and remember the love. Научитесь опускать уровень злости и поднимать уровень своей любви. If the two people can't look at each other and feel love and Если два человека не compassion могут and посмотреть, глядя друг на друга, чувствовать любовь, там, понимание, finding compromise, finding the middle, finding когда находить the компромисс, the находить best way to go середину, forward. находить общий, приемлемый для обеих сторон способ двигаться вперед, it's not going to happen. не будет найден. Angry communication doesn't solve anything. Коммуникация в злобе, коммуникация в злости ни к чему хорошему не приводит. Most of the time it just hurts people and makes people worse. В большинстве случаев это лишь обижает людей, огорчает и делает всю ситуацию еще хуже. I used to, when I worked with couples, Когда я работал с парами, it was always interesting to me while people are arguing with each other. когда в то время как люди ругаются, спорят друг с другом, I would stop them and ask them, останавливал в этом процессе. did you remember what it was like when you two were friends? И задаю вопрос: а вы помните, как это было, когда вы были друзьями друг другу? Tell me about Расскажите мне some of those times. о некоторых таких When ситуациях, you had fun, when когда вам you было весело вдвоем, enjoyed each other, когда вы радовались and, присутствию друг друга, when you were friends. когда вы были друзьями. Talk about that. Расскажите мне. And I can watch them И я смотрю, как их just calm down успокоились оба and start to actually have a little и smile. начинают, вспоминая, улыбаться. And then, and sometimes I'll look at them and I'll say, now, Иногда я смотрела на них и говорил: when you had that time and that fun, do you Когда remember у вас были те something времена, that you были те thought ситуации. about her? Можешь вспомнить, что ты думал о ней тогда? Что ты You know, думал о like you нем thought, тогда? wow, this girl is so pretty, Я or помню, да, я думаю: боже, какая wow, она I really красивая. love her, Боже, or как мне повезло, как я ее gosh, I'm люблю. glad we're together, or Как я рад, что мы You remember вместе. those Да, kind of вот thoughts? такие мысли, помнишь? what's one or two of those that you had? Озвучь мне, какие у тебя Those kind, были. Вот такого and they'll рода. say them, И он озвучит, and the other person is like, другой человек: really? правда, ты Wow. помнишь, и ты так And думал? what about you? А как насчет тебя, что ты думал о Well, I нем? thought you were handsome and Я думаю, какой красавчик мне strong, достался. and I wondered if you'd be a good lover. Не зная еще, я думала о том, какой ты будешь любовник. And I found out you are. И я узнала, какой ты классный любовник. And I see them just И я вижу, как они, remembering вспоминая, who they really are, кто они на самом деле what they really есть, like about each что other. им нравилось и нравится друг в друге. And then sometimes I'll say, now, Иногда я what were продолжала we так: discussing earlier? что мы там с вами обсуждали до этого? And you can just see И them give a прямо видно, smile. как они, улыбаясь, Go, yeah, we were discussing this, and actually, honey, you're right. мы обсуждали то-то и то-то, спорили с ней о том-то и том-то. Ну, милая, на самом деле ты права. I was wrong and Я был неправ. too damn stubborn to say it. Слишком упертый, чтобы признать это. But I would like it if you think about this or that. Но я бы хотела, чтобы ты подумала на самом деле вот об этом и об этом. And the wife looks at И him and жена says, смотрит на него и говорит: me too, sorry. я тоже не права, прости меня. And И I like that part of what you did too. мне нравится вот та часть, которую ты предложил тоже. If you're willing to make that little small change, И если ты готов на такое маленькое изменение в себе, I'd be thrilled. That'd be я была бы wonderful. счастлива. And the husband, of course. Муж отвечает: да, конечно, Yeah. не проблема. If I forget, Нет, just если я вдруг забуду, милая, remind me that I'm a good lover, напомни мне, что я классный любовник. and I'll remember. И я сразу вспомню, о And they чем both речь. laugh. И смеются. Done. Все.
you know, Конфликт исчерпан. 2 minutes 2 минуты. of laughing and talking, and Воспоминаний, улыбок. what's the difference? В чем разница? They're remembering their love for each other, not their Они anger. помнят свою, вспоминают и помнят о своей любви друг к другу, а не о моменте злости, который сейчас возник. When they're coming from love Когда все and appreciation, обсуждается, исходя из понимания, что между нами любовь и заботы и понимание, it's тогда easy. все просто. When they're angry, it's impossible. Когда оба злы, невозможно. You know that Вы makes сами sense, знаете right? по себе. So some of the most amazing couples I've ever seen, Так что некоторые наиболее I потрясающие know. пары, которые я видел, I see them interact, я смотрю, как они and взаимодействуют, something happens, что-то происходит, and somebody will say something, кто-то начинает рычать, and the other person will go, а другой человек: I love you, sweetheart. я люблю тебя. Tell me again. И еще раз скажи мне. And you'll see И the видна дословно the вот такая other person реакция. go, well, thanks. And Спасибо. actually what I meant was На this. самом деле я имела в виду вот это, вот это. And the other person, Вторая реакция. sure, I Да, agree. конечно, согласен. I'll do that happily. Я сделаю это с радостью. Thanks. Спасибо. Sure. Конечно, дорогая. Because one of them Потому что is один из них able to very quickly оказался способным очень быстро feel themselves start to поймать себя react на начале своей агрессивной, and say, негативной no, no, реакции в no, ответ wait. и мочь себе сказать самому: нет, стоять. Who is this talking Это to кто me? со мной сейчас говорит? This is the woman I spend my life with. This is the Это woman I женщина, с love. которой я выбрал This is идти the вместе по woman жизни. Я ее That люблю, either has given me or will give me children. которая уже подарила мне детей This is или the подарит мне woman детей. That I Это женщина, love. которую я люблю. And I need to remember that Мне right now. нужно это вспомнить сейчас. In Jerome, Успокоился? oh, when I see couples who do that Когда я automatically, вижу пары, у которых автоматически получается так делать. because sometimes we get frustrated. Потому что иногда, да, действительно, мы огорчаемся или раздражаемся. And I know a few couples who have this automatic skill Я знаю несколько пар, у которых автоматически такой навык of only есть. talking about difficult subjects from a place of Когда они решают или демонстрируют, что обсуждают какую-то ситуацию, исходя из комфортного, спокойного состояния, from a и place помня of love and respect. о любви и уважении друг к другу. And when they do that, there's no such thing as problems, there's only Когда это solutions. делается так, нет такого понятия, как проблемы, есть только такое понятие, как решение и So, выход. guys, Так, I hope ребята, this has been an interesting and valuable я надеюсь, это было интересно, полезно для вас, conversation. беседа. I appreciate very much your questions. Я Whoa, благодарю вас за вопросы. not simple questions. Непростые вопросы, очень важные. I hope there's some wisdom in what you heard. Я надеюсь, что вы услышали что-то мудрое для себя. It's been for me a pleasure to talk and Для to. меня было hear the- радостно пообщаться с вами. These are great questions. These are exactly the questions we all need to learn from and pay attention to. Рад был получить вопросы, которые действительно актуальны, и нам всем нужно о них помнить и знать корректные ответы. Of course, I've made all these mistakes for many years. Конечно, я допускала множество ошибок из того, что I keep вам learning, рассказывала. Продолжаю учиться и по like сей день, everybody. как и все мы. I'm looking forward to seeing you at the NLP Practitioners Program. С нетерпением буду ждать нашей встречи на НЛП-практике. We'll become friends. Мы с вами подружимся. Myself and my trainers will get to know you guys very well. Я и мои тренеры, мы познакомимся друг с другом. You'll love it. The beginning program is really powerful. It's really dynamic. Стартовая программа очень мощная, очень динамичная. Вам гарантированно понравится. You've decided to take a journey into yourself. Вы приняли для себя решение осуществить путешествие в самого себя прежде всего. In a very beautiful and a very systematic Очень way. красивым и очень систематичным способом. To learn how you live your life. Вы To приняли learn решение для себя узнать о том, как вы живете, какова ваша how to be жизнь. the creator of your life. Как и приняли решение стать созидателем в своей жизни. But most people are victims of their lives. Большая часть людей жертвы
их жизни. Most people believe that life happens to them. К сожалению, большинство людей считают, что жизнь происходит с ними, случается с ними, они ее Most создают. Большая And часть to me, людей. that's very sad Для because меня это очень in грустно, fact, потому что на самом деле we are the architect. We are мы the creator архитекторы, of our мы lives. созидатели нашей жизни. We are what we think we are. Мы являемся воплощением того, We are the что мы result. думаем. We are the Кем мы result of our являемся. thoughts. Мы результат наших мыслей. We are the result of our own internal communication. Мы результат нашей собственной внутренней коммуникации с And самим собой. the success or failure of our lives И depends upon успех how или well провал в нашей жизни зависит напрямую от того, we interact with the people and the things around us. как мы взаимодействуем с самим собой и с людьми и обстоятельствами вокруг нас. I don't like being a victim. Мне не нравится быть жертвой. And I certainly have enjoyed being a creator of my life now for quite a few Я years. однозначно радуюсь тому, что являюсь создателем, созидателем в своей жизни уже не один десяток лет. My friends and I got together in 1971 Мы с моими друзьями объединились в 1971 to году, try and figure out how пытаясь вычислить, определить, как мы можем истинно, be the creators of our own lives. действительно стать созидателями в собственной жизни. And I think we've done a good job of Я figuring думаю, out how что that мы works. хорошую работу провели в поисках ответов на вопросы, как это сделать. Of course, we'll never know enough. Конечно, никогда не будет возможно And we're знать always достаточно много, мы всегда продолжаем учиться. But that's what we're going to do together. Ну, вот то, что мы с вами будем делать вместе. Okay. I really look forward to meeting you С нетерпением жду встречи с вами. soon now. Wow. Очень скоро. Okay, good. So, I hope you enjoyed this time. Thank you very much for Я надеюсь, вы participating. получили удовольствие от нашего общения с вами. Спасибо, что Why don't присоединились к you lean нам. in here so they can see who's been talking to them? Анна So, Позднякова. from Anya До and встречи. myself, До встречи. see you soon.